Космос в играх бывает очень разным. Где-то ты исследуешь новые миры, где-то строишь базу вдали от Земли, а иногда просто пытаешься выжить в жестких условиях. Но именно это и делает такие проекты интересными. Не знаешь, чего ожидать. Это уже вторая часть по теме, и также рекомендую цикл колонизации планет. Всем здрасте, с вами Настя. Приятного просмотра. Crashlands 2. Продолжение, где снова предстоит играть за Flux Dapes, межгалактическую дальнобойщицу и уставшую сотрудницу корпорации, которая возвращается на планету Вауноуп, чтобы провести отпуск со старыми друзьями. Но непонятный взрыв забрасывает ее в незнакомую локацию. Основа геймплея – исследования, крафт, драки и знакомство с местными чудиками. Ты ходишь по яркому миру, собираешь ресурсы, мастеришь оружие и полезные штуки, сражаешься со слизнегульками и постепенно обживаешься на новой территории. Здесь много ярких персонажей. И ты помогаешь им с задачами, а если улучшишь отношения, откроешь новые рецепты. После приключений можно вернуться в свой домик, где есть место для всего – отдыха, крафта, огородика и даже спасенного детеныша местной фауны. Во время 5-летнего производства разработчики полностью пересмотрели систему экипировки. Вместо простого увеличения характеристик появилась более гибкая система билдов, позволяющая игрокам собирать необычные комбинации способностей и эффектов. Сочетай с питомцами и получишь имбу. Интересный факт. В первой части игрок часто двигался от рецепта к рецепту, но в Crashlands 2 разработчики хотели, чтобы игрок исследовал планету ради историй, знакомств и неожиданных событий. Дружба – одна из ключевых механик игры и основа прогресса. Ну и секретные диалоги завезли. Dynasty Protocol. Ты берешь под контроль космическую династию и постепенно превращаешь ее в силу, с которой придется считаться всей звездной системе. Сначала все крутится вокруг экономики, добычи ресурсов и инфраструктуры. Но по мере развития появится возможность поучаствовать в крупномасштабных космических сражениях за захват вражеских колоний. Играется это как космический РТС с упором на стратегию. Ты добываешь ресурсы с астероидов, следишь за кислородом и водородом, отправляешь грузовые корабли между аванпостами и колониями, а потом используешь все это, чтобы расширять флот и укреплять влияние. В боях корабли получают опыт, развиваются по рангам, а вооружение можно улучшать через разные уровни прокачки. Колонии тоже не одинаковые. У каждой есть свои преимущества, особенности добычи и даже супероружие, способное переломить ход битвы. За счет этого каждое решение ощущается частью большой партии, где ты думаешь не только о текущем конфликте, но и о будущем всей империи. Сейчас игра находится в раннем доступе, но уже предлагает более 20 миссий и 6 уникальных колоний. И интересный факт. Игра создается соло-разработчиком под ником Arclose. Судя по дев-постам, большое внимание уделялось интерфейсу. Автор регулярно публиковал скриншоты и собирал отзывы игроков еще до появления полноценной демо-версии. Многие элементы UI менялись после предложения от сообщества. Adaptory. Это история про экипаж на необитаемом планетоиде, который после аварийной посадки приземлился где-то в неисследованной части космоса. Домой просто так не улететь. Поэтому сначала нужно, чтобы люди остались в живых, обустроить временное убежище и постепенно превратить обломки корабля в полноценную базу. Играется в общем как симулятор колонии с упором на физику, строительство и исследования. Ты следишь, чтобы 4 персонажа были сыты, здоровы, в тепле и хотя бы более-менее счастливы. Строишь места для сна, еды, лечения и отдыха, а потом разбираешься с температурой, водопроводом и автоматизацией. Чем глубже команда бурит планетоид, тем больше появляется задач. Больше всего здесь цепляет сама симуляция. В игре учитываются гравитация, температура, плотность, вязкость и фазовые переходы почти 50 материалов. Так что смело экспериментируй. Хочешь электричество – ставь солнечную панель. А хочешь заморочиться – строй паровой генератор на магме, кипяти воду и крути турбину паром. А случайные события вроде метеоритных дождей, солнечных вспышек и землетрясений могут как сломать базу, так и открыть доступ к новым месторождениям или артефактам. И интересный факт. Команда колонии намеренно ограничена максимум 8 персонажами. По словам разработчиков, большинство игр жанра со временем превращают колонистов в безликие ресурсы, а здесь сохраняет эмоциональную привязанность к каждому члену экипажа на протяжении всего прохождения. Vanguard Galaxy. Ты пролетаешь через Великие Врата и оказываешься в карликовой галактике созвездия Большого Пса, где тебя ждут космические приключения и шанс сколотить целое состояние. Играть можно спокойно и в своем темпе. Торговать, добывать руду, разбирать обломки, сражаться или искать выгодные маршруты. Прикол в том, что игра не требует постоянного внимания. Можно развернуть ее на весь экран, оставить внизу рабочего стола или включить автопилот.
пока корабельная система Эко сама занимается базовыми задачами. Если захочешь своего участия, то ты берешь управление в свои руки и сам решаешь, куда лететь и чем заниматься. По мере прохождения ты прокачиваешь капитана, нанимаешь экипаж, собираешь лут, покупаешь новые корабли и ставишь на них модули. Тут есть разные суда, от небольших шахтерских кораблей до крупных эсминцев. А сырую руду и обломки можно перерабатывать в материалы, чтобы крафтить полезное снаряжение или просто продавать ради прибыли. Галактика процедурно генерируется. NPC-капитаны могут быть пиратами, торговцами или шахтерами, а фракции реагируют на все твои действия. Интересный факт. В раннем доступе уже доступны песочницы с более чем 100 системами, 10 фракциями и первой частью сюжетного контента. Создатель Арни Ван де Бург из Bad Roost Games рассказывал, что поначалу это была инди, которую можно было держать в углу рабочего стола, и только позже стала полноценной космической RPG. Space Chef. Здесь ты начинаешь путь к званию главного шеф-повара галактики, но сначала придется самому добыть то, что попадет в кастрюлю. Туманность Подкова полна странных планет, голодных клиентов и ингредиентов, которые иногда пытаются съесть первым тебя. Ты исследуешь инопланетные миры, заброшенные станции и даже собственный подвал. Охотишься на существ, собираешь растения, таскаешь хлам и редкие ресурсы для улучшения снаряжения, кухни и корабля. А потом возвращаешься в ресторан, открываешь двери для гостей и готовишь блюда из того, что нашел. Можно обслуживать поток посетителей, развивать доставку, менять меню, обустраивать ресторан, добавлять этажи, красить стены и расставлять декор как хочется. Захотелось приключений, закрыл кухню и снова улетел искать новые ингредиенты. А еще тут есть жители Туманности со своими историями, любимыми рецептами и заданиями. Через них постепенно раскрывается история пропавшей бабушки и корпорации Галактический Бургер, которая явно не рада твоему появлению на рынке. Интересный факт. В игре можно приготовить более 140 блюд из более чем 100 инопланетных ингредиентов. Сперва создатели рассчитывали, что разработка займет около 2 лет. Реальность оказалась куда жестче. До релиза прошло почти 7. Издатель подключил профессиональную команду QA. Тестировщики зарегистрировали более 4000 багов, которых позже пофиксили. Ну что, знакомы ли тебе игры из списка или услышал впервые? Поделись с нами. Если захотелось во что-то поиграть, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.